Всем доброе утро из Лугу, Тайваня, а также до очень многих азиатских и не только азиатских странах есть такая сеть, называется 7-Eleven, которая есть абсолютно везде, и там даже бывает довольно неплохая еда, типа, например, натуральных соков, свежих салатов. Хочется немножко разнообразить азиатскую кухню, которую иногда подустаешь маленько. Сейчас мы направляемся на одну высокогорную чайную плантацию, там же еще и завод первичной обработки чая. Примерно находится географически между Шэньси и Алишань. Вот сейчас будем забираться высоко в горы и посмотрим, как собирают и как делают чай. Неожиданно для себя оказались на том же месте в Шэньси, где мы уже были пару лет назад. У нашей подруги, которую мы прозвали нефритовые леса, были абсолютно невероятные туманы, и не было видно, какой здесь открывается вид. Вот, то есть туманы были тоже очень красивыми, все эти деревья, все эти кипарисики, туи, все были в туманах. Вот эту огромную панораму абсолютно было не разглядеть. Невероятная абсолютно красота, вот, очень здорово. Поедем сейчас дальше смотреть еще выше. Забрались на самую высокую точку здесь в Шэньси. Вот, здесь довольно много чайных садов, и такое место есть его туристическая часть, где довольно много привозят туристов тоже, есть часть прогулочная, есть сады, которые в стороне от всего это находятся. Вот, здесь как раз, куда мы приехали, здесь можно бросить машину и уже пешком уйти в места с меньшим количеством народа. Это место хоть и достаточно популярное, но, конечно, не настолько популярное, как там какие-то более известные курорты, какой-нибудь там Хэфуаншань, там Алишань и так далее. И очень забавно проезжали, значит, мы с нашим другом, и он говорит: слушай, говорит, а мне вот тут такие вот друзья, вот смотри, вот этот вот заводик чайный узнаешь? Я говорю: да, я здесь был уже. Слушай, они мне сказали, что у них были европейцы 2 года назад. Наверное, же это был ты, вот, и он мне сказал: да, ты конкретно. Я такой говорю: да, это мы приезжали. Ну вот там, говорит, было 3 этих самых русских, да, там, или 4 даже было, да, было. Он такой: все, короче, это, видимо, вы были вы. Я говорю: что, говорит, больше иностранцев не было все это время? Он говорит: нет, не было. Такая вот удивительная вещь немного, но приятно, да, действительно, вроде бы ездишь по не столь редким местам, но тем не менее тут как-то европейцев больше не бывает, по крайней мере тех, которые имеют хоть какое-то отношение к чаю. Заехали на завод, на котором мы уже как-то были. Здесь делается высокогорный красный чай из сорта Улун. Находится в Шэньси это, и как раз тот самый завод, про который я говорил, что хозяин завода вспомнил, что у него были как-то иностранцы пару лет назад. Вот. Как это всегда бывает, когда вот так вот просто заезжаешь на какое-то время, застаешь одну из каких-то стадий производства, невозможно застать сразу все, потому что, как правило, полный цикл занимает от половины дня до суток, в зависимости от того, какой именно чай делают. Сейчас здесь делают улун, то есть происходит стадия сминания, жоунен, вот, при помощи таких станков. То есть чай, значит, в шарах, в специальном таком плотном полотне, что-то типа капрона материал, потому что если использовать более хрупкий материал, то очень быстро будут эти полотна стираться. Вот, как видно, станок устроен так, что шары постоянно крутятся, одновременно сминаются, и потихонечку опускается давление. Вот, бывает, что это давление регулируют вручную, бывают разные станки, которые делают это автоматически на протяжении какого-то времени, так плавно прижимая, значит, сминая чай, да, вот, но такой процесс очень длительный.
Время уже час к полудню, последние сборщицы собирают чай, уже почти все ушли, немного здесь еще вот осталось сборщиц. Сейчас они как раз собирают для завода, который занимается производством красного чая, это вот их сырье будет. Здесь тоже оборудованы лебедки, но так как здесь довольно плоско, здесь такие вот натянуты, видите, вот веревки, вот эти вот стальные тросы, когда собираются полная корзина, они ее, значит, отправляют и ее поднимают туда выше. Здесь не очень высоко, где-то около 1500, ну то есть высоко, конечно, в целом, по сравнению с другими регионами, но есть и повыше. Где-то с 1000, а кое-где даже еще ниже, начинаются уже места, где нет вот системы орошения, то есть здесь, как вы видите, тоже никаких систем орошения нет. Одна из характеристик высокогорных валунов, за что они ценятся, то что здесь исключительно идет, собственно, полив, увлажнение чайных кустов за счет тумана, за счет дождей, за счет природной воды. И в том числе благодаря этому получается такой вот довольно-таки сильный аромат, молочный, может быть, сливочный аромат, который бывает натуральный именно у хороших валунов. Я говорю сейчас не про ароматизатор ни в коем случае, а именно про настоящий. Аромат он во многом проявляется именно благодаря тому, что вода тоже природная и большое количество туманов. Вот, то есть это чисто такая природная особенность, потому что если взять тот же самый куст и посадить его ниже, такого вот обволакивающего вкуса у лунов, растущих внизу, ее нет, там вкус более грубый. Таких вот тонких ощущений от этого чая не получишь. Кстати, тут посреди плантации иногда встречаются вот такие вот кусты, уже высохшие, умершие. Я как раз на них посмотрел, вспомнил, спросил у хозяйки, как часто вы здесь вообще вырубаете кусты. Она говорит, ну, очень по-разному они живут, в зависимости от там, интенсивности сбора, подрезки, там, но в среднем пару-тройку, бывает там максимум там, 60 там, лет, вот так вот, но это редко здесь. На самом деле обычно здесь пару-тройку десятков лет кусты живут. Вот эти вот плантации уже довольно старые, то есть скоро уже будут, наверное, ее подрезать и сажать новые кусты. Еще, говорит, такая характерная особенность, когда видно, что прям очень много цветов, очень слышно шум пчел, огромное количество пчел. И, кстати, тоже делают мед. Так много начинает давать семян, много цветов, значит, уже все, значит, скоро куст будет умирать. Ну, короче, он так плавно начинает подсыхать. Они не дожидаются, когда куст полностью высохнет, срезают и, собственно, сажают уже новые молодые кусты. Конкретно здесь начинают собирать уже после того, как кусту около 4 лет становится, начинают собирать в разных регионах, в зависимости от того, какие именно сорта там чая, какой сорт куста, вообще-то по-разному бывает, где-то там чуть ли не с 2, не с 3 лет начинают, здесь с 4. Во-первых, потому что высокогорье, то есть немножко медленнее растет куст, а во-вторых, потому что просто нет нецелесообразно совсем молодых кустиков собирать чай. Стандартная процедура сразу же после сбора. Здесь, кстати, что удобно, производство находится прямо посреди плантации, то есть не нужно никуда везти сырье. Сейчас сразу же после сбора тут же расставляются все такие большие холщовые подстилки, и идет первичное, значит, подвяливание или подсушивание листа. Вот шайган его еще называют, то есть сушка на солнце, хотя здесь не совсем сейчас на солнце, здесь такой вот навес. Как мы видели в Алишане, та же самая стадия бывает делают и на солнце тоже, вот, потому что после этого еще есть охлаждение листа, когда его держат уже в темном помещении, специально понижают температуру. Процессы разнятся в зависимости от опять-таки оборудования завода, в зависимости от того, какой именно чай делают, какой именно сорт обрабатывают и какие личные пожелания у технолога. После того, как первичная стадия ВДА уже пройдет, чай сначала ссыпают с нескольких таких вот настилов на один и уже, собственно, относят в следующее помещение для охлаждения листа. Сейчас видно, что спускают чай на первый этаж, там уже следующая стадия обработки.
Сейчас вот немножко поучаствуем в процессе выдела, разбрасываем листья. Очень важно сделать слой достаточно тонкий, то есть потом, после того, как все разбросано, проходят работники завода и немного равняют кучки, чтобы был более равномерный покрытие листьями. И на самом деле кажется, что просто, а так-то на самом деле тоже некая гунфа нужно. Что вот видно, где я положил, и где положили люди, которые это уже делают не один год. Ну вот только что вы немного поучаствовали в процессе выдела, первичной обработки листа. Собственно, выглядит очень просто. Чай собрали, разложили под навесом, подождали, пока немножко завянет листик. На большинстве заводов, в принципе, организовано это очень похожим образом. Здорово так сделано. 2 этажа. На первом этаже выдел, внизу открывается, значит, люк и сбрасывается на большие подносы, которые, причем где-то вообще это автоматизированные, электрически выдвигающиеся сами подносы, здоровые такие вот размером с четверть где-то этого помещения. И туда ссыпается лист. Лист, значит, там охлаждается, там темное помещение, там специальные кондиционеры делают соответствующую температуру, необходимую для охлаждения листа. Несколько больших таких подносов, на них помещается довольно-таки большое количество чая, то есть собранного за целый день с достаточно крупной плантацией, то есть обрабатывают одновременно там несколько сотен диней свежего листа. Большое помещение, оно полностью именно для вот этих 2 стадий, потому что нужна очень большая площадь. Ну, снимаем вот красиво пчелки, кушающие цветочки. Тогда надо снимать с этого. Очень интересная история насчет этого мха. Ну, тоже так смотришь уже, ну, вспоминая там красивые покрытые мхом кусты в той же Вышань, там где-нибудь, или покрытые мхом деревья в Юннане. На самом деле здесь, конкретно на Тайване, вот такой мох – это заболевание на самом деле. И если его не счищать, то есть его специально счищают, вот, то он, видите, дорастает почти до самого верха, захватывает с собой в том числе и листья, и куст, по сути, вот здесь вот видно, чистящий куст умирает. В идеале за плантацией надо ухаживать и счищать этот мох. Ну а здесь мы видим другой вид обновления плантации, когда они полностью выкорчевывают кусты, а просто под корень их практически срезают. Всего лишь за 1 сезон, то есть за буквально несколько месяцев, там, да, вырастает вот такой большой побег, который уже может собирать сразу. Не нужно ждать 4 года, в отличие от того случая, когда полностью выкорчевывается весь куст и сажается уже молодое семечко. Вот здесь вот плантация была обновлена таким образом, срезали все кусты, и вот уже, в общем-то, через сезон готовы к сбору побеги.